В этом видео расскажу про очередную проблему с моей Audi. В общем, загудел динамик в двери пассажирской передней. Тут располагается 3 динамика. Здесь пищалка высокочастотная. Вот здесь вот динамик под ручкой. На средних частотах. И здесь, не помню, широкополосный, короче, неважно. Гудит вот этот вот динамик. Сейчас попробую продемонстрировать, как это происходит. Значит, включаем какую-нибудь мелодичную музыку. Особенно это слышно на низкой громкости, ну такой негромкой. Надеюсь, слышно. Если постучать, ничего не происходит. Это проявляется вот с того времени, как вот температура стала ближе к нулю. Возможно, там попала влага, возможно, еще что-то. В общем, сейчас я попробую снять обшивку, показать, как это делается, какой инструмент для этого нужен. Если не получится какими-то средствами починить динамик, то я на разборку, естественно, и покупаю что-то новое. Точнее, не новое, бэушное взамен. Новый динамик, вот этот среднечастотный, стоит 2500, где-то так. Так что все артикулы будут в описании, инструменты тоже, так что приступим. Разборку начинаем со снятия вот этой вот накладки. Подцепляем с угла ее и вытаскиваем. Ну, естественно, вот этот набор инструментов, как обычно, выручает. Здесь у нас винтик. Дальше нам потребуется открутить вот этот вот в глубине. Скорее всего, он провалится вниз, поэтому на вот той двери, когда я уже разбирал ее, я, по-моему, его уже потерял. Далее потребуется открутить вот этот вот. Вот я включил подсветку, чтобы показать, какой там тоже на крестовой. Далее нам потребуется снять вот эту декоративную накладку. Снимать обязательно начинать с этой стороны, так как здесь находится фиксатор, который легко обломать, если начинать с этой стороны. Вот также поддеваем его такой вот лопаткой. Аккуратно. И здесь без усилий нужно его шатать из стороны в сторону. Вот про вот этот вот фиксатор я говорил. Все кладем в сторону. Теперь здесь еще несколько крепежных винтов. После того, как уже все открутили, можно начинать сдергивать эту панель. Также это удобно делать этим съемником. Это надо делать 2 руками, поэтому, к сожалению, на видео я не запишу, потому что надо держать за дверь с этой стороны и тянуть рукой за карман. Забыл еще сказать, что нужен уплотнитель перед тем, как снимать обшивку, вытащить из пазов. Это делается достаточно легко, просто нужно за него потянуть аккуратно и вот так вот по периметру вытащить. Все, обшивка снята, там, не знаю, по-моему, сломалась одна клипса. Теперь ее нужно как бы наверх. Вот, отсоединяем контакты и трос от ручки. Вот этот вот трос от ручки. Ой, сейчас бы вспомнить, как он отсоединяется. Так вот. И все. И здесь. Так. Что у нас тут? Динамик. Вот это, не знаю, наверное, отсюда легче будет тащить. Вот так вот. Можно теперь класть на заднее сиденье и разбираться, что с динамиком. Кому интересно артикулы,
И артикул пищалки. Made in China. Вот этот, получается, решеточка динамика, она впаяна, она не снимается. Здесь еще какие-то артикулы. Вот наш виновник. Звездочкой на Т-20 открутил 3 винта. Это снимается вот так вот. И по идее колонка сейчас должна отсюда вылезти. Так, ну следов жидкости я не вижу. Артикула вообще никакого нету. Все, видимо, отклеилось. Либо это... Ну, не оригинал, я на самом деле не видел. Вот. Смотрим, что у нас тут. Ну, визуально я ничего плохого тут не вижу. Короче, попробую очистить его. Не поможет, значит, пойдет в мусорку. Да, и тут контакты не зеленые, по крайней мере. Покажу эту фишку. Фишка тоже вроде чистая. То есть окисления не вижу. Значит, проблема именно в самой мембране, либо, может, обмотке. Что значит заметил? При входе динамика вот с этого места что-то мешает ему. То есть если здесь надавливать, все нормально. Если здесь надавливать, что-то шуршит. Так что, скорее всего, поеду, я просто куплю другой. Купил такой же бэушный. Тут на нем уже есть наклеечка с артикулом. Звук такой же примерно издается. Но сейчас установлю, и будет понятно. Все вроде установил, теперь не фонит. Сейчас сделаю погромче чуть. Надеюсь, меня YouTube не заблокирует. Так, и звучание, баланс, все справа. Все достаточно чисто. Так что можно все собирать обратно. Артикулы этих клипс для крепления обшивки оставлю в описании. Они могут сломаться. Также их надо внимательно всех вытащить из двери. На этом все. Музыка работает идеально, прям даже ездить стало приятней. Ремонт обошелся в 775 рублей за бэушную колонку. По времени потратил, часа полтора, может быть даже чуть больше, потому что даже вот второй раз снимая обшивку, все-таки сталкиваюсь с трудностью, что клипсы очень трудно выходят. Потом их нужно из двери выковыривать. Короче, много времени занимает. Надеюсь, это видео будет кому-то полезное. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!